Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Сегодня я решил собрать для вас страшные видео с паранормальными явлениями, которые были сняты на камеру. Призраки, джинны, неизвестные существа, полтергейсты – все они будут сегодня в ролике. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Призрак на кухне. Женщина в этом страшном видео, кажется, напугана тем, что происходит в ее доме. Она решила снять на камеру как можно больше странных событий. Когда она решает пойти на кухню, мы сразу слышим страх в ее голосе. Она говорит, что одна из тарелок на ее сушилке движется сама по себе. Plate's moving again. Oh my God, guys. Oh my God. Oh. Oh. Why are you doing this to me? На видео мы действительно можем увидеть, как она движется вверх и вниз, без объяснения причин, как будто пытается выбраться из сушилки. В конце концов, тарелка перестает двигаться, но дальше все становится намного хуже и страшнее. Женщина подходит немного ближе к кухне, но столовые приборы, которые находились в контейнере, быстро слетают со стола вниз, создавая страшный шум. Кажется, что женщина еще не может отправиться от шока, но нечто мистическое продолжается. Желтая тарелка, которая двигалась в самом начале видео, летит прямо на нее и падает на пол. Эта женщина утверждает, что видела много потусторонней активности в своем доме, которая ее жутко пугает. Как вы думаете, что это было? Полтергейст или чья-то злая шутка? Кто-то в темноте. Это видео размещено на Reddit. Оно заснято не на лучшую камеру, поэтому довольно размытое и даже пиксельное. Но я хочу сказать, что если вы достаточно пристально посмотрите на экран на протяжении всего отснятого материала, то наверняка очень сильно испугаетесь. Только посмотрите. Вы видите это? Парень находится у себя дома, но кажется, он совсем не один. Он предполагает, что призрак, которого вы можете увидеть, передвигался в темноте. Видео хоть и короткое, но достаточно жуткое и атмосферное. Молодой человек не уверен в том, что именно ему удалось запечатлеть на камеру в тот день. Но он убежден в том, что это связано с чем-то паранормальным. Быть может, это какая-то паранормальная сущность, которая бродит по дому этого парня? А может быть, это не повод для беспокойства? Но вы бы стали жить в такой квартире, сняв подобное видео? Я так не думаю. Веселый джин. В следующем видео ютубер отправляется в заброшенное здание, еще не зная, что он об этом пожалеет. Только начиная свою съемку, он уже сталкивается с паранормальным. Посмотрите сами. Бисмилlah. لا إله إلا الله. Громкие шорохи, скрип дверей и перемещение предметов – это еще не все. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. بسم الله. Он был убежден в том, что шум издает джин, который обитает в этом здании. Об этом говорит заснятый на видео стул, который двигается сам по себе. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Он тихо подошел и осмотрел стул. Конечно, там никого не было. Но после этого его ждал новый страх. Второй стул, который стоял у двери, падает сам по себе. Обстановка становится накаляющей. Шевеления в этом здании происходили вновь и вновь. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة وش اللي صاير هناك؟ لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Заключительным моментом, от которого продирает страх, является непроизвольное шевеление дверей. وش اللي حرك الباب يا جماعة؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي. После взлома дверей ничего подозрительного в комнатах найдено не было. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. Ютубер предположил, что джин намеренно веселился над ним, насмехался, пошатывая двери и перемещая предметы. Возможно, он подпитывался его страхом. Хочу услышать ваше мнение. Был ли это джин? Или это были друзья автора ролика и было сделано это ради контента? Зеркала. Наверняка вы видели фильмы ужасов, где отражение в зеркале ведет себя иначе, чем смотрящий в него. И это очередное жуткое видео, снятое на камеру, похоже на сценарий к фильму. Семья готовится к ужину. Они уже накрыли на стол перед камерой. Девушка подходит к большому зеркалу, и мы можем увидеть ее отражение. Казалось бы, все нормально. Но если мы присмотримся, то увидим, что отражение немного отстает, то есть попросту не успевает за девушкой. Смотрите внимательно. Девушка двигается перед зеркалом, а отражение не двигается с той же скоростью, что и она. Кроме этого, заметили, что когда она движется из стороны в сторону, то отражение остается не таким подвижным. Почему у отражения может быть такая замедленная реакция? Если меня смотрит кто-то, кто в этом разбирается, то напишите в комментариях, что вы думаете. Девушка в платье. Следующее видео должно было быть для мужчины радостным событием, так как он переехал в новый дом, но не тут-то было. Он увидел призрак молодой девушки прямо напротив себя. Как говорит молодой человек, что сразу после переезда он почувствовал в доме странную энергетику. Когда до этого он осматривал дом, все было в порядке.
Нельзя не сказать о том, что его привлекла хорошая цена. Она была довольно низкой для этого дома по сравнению с другими. Правда ли это или монтаж? Мы не узнаем наверняка, но соседи рассказали, что в этом доме покончила с собой девушка, над которой издевался ее отец. Решился ли этот парень остаться в доме или его перепродал? К сожалению, больше информации об этом видео нет. А как вы думаете, могут ли мертвые бывшие жильцы мстить новым владельцам? Дорога смерти. Это опасная дорога, которая была снята на камеру, как сообщается, унесла много жизней. На кадрах мы видим, как призрак идет прямо по дороге, а затем он исчезает. Но после его исчезновения мы видим страшное. Происходит авария с участием мотоцикла. Что это было? Призрак таким образом хотел предупредить жертву? Или он и является основной причиной аварии? Экстренные службы, которые прибыли на район, не заметили ничего потустороннего. Они считают версию с блужданием призрака простыми бликами объектива. Хотя, если присмотреться, кажется, что призрак даже сидел на мотоцикле какое-то время. Был ли это призрак? Как всегда, решать только вам. Непростой мальчик. Данное видео опубликовал пользователь Reddit. Он говорит о том, что уже 5-й раз за неделю в его доме происходит что-то паранормальное. Сначала мы видим мальчика, который сидит за углом, но потом, когда мужчина к нему подходит, оказывается, что это не просто мальчик, так как он просто пропадает. Большинство пользователей в комментариях предполагают, что это фейк и здесь имеет место монтаж. Нужно сказать, что атмосферы видео добавляет громкий зловещий стук, который здорово пугает мужчину, не говоря уже о том, что он не знает, кто это стучал. В комментариях также были предположения о том, что это могла быть темная сущность, которая преследует свои цели. А как вы думаете, это монтаж или реальность? Существо на чердаке. Мужчина по имени Диего услышал шум на своем чердаке и идет проверить, в чем же дело. Взяв палку, он осторожно открывает чердак. Но потом он видит нечто. Escucha, hágale suavecito. Espere, no hago. Hágale. Диего думал, что точно не найдет ничего интересного, но оказалось, что на чердаке действительно кто-то был. Из ниоткуда появляется какое-то таинственное существо, которое мы можем увидеть на долю секунды. Мужчина необычайно напуган, поэтому быстро покидает свой дом. По сей день никто не знает, что именно скрывалось на чердаке Диего, но определенно это существо не было похоже на человека. Пара рук. Однажды ночью женщина была одна дома и увидела кое-что потустороннее. Посмотрите кадры, которые она засняла.
Sora, subí. Ay, no, ya están. Нера! Пара оторванных рук находится на лестнице. Женщина их замечает и зовет свою собаку Сору. Sora, subí. Ay, no, ya están. Она быстро спускается по лестнице, но они сразу пропадают. Кстати, собака тоже отреагировала лаем, что еще раз подтверждает присутствие паранормальных сил. Но что это было? Для нас это осталось неизвестным. Плывущая душа. Мужчина по имени Эндрю выложил видео о том, как он заснял нечто в офисном здании, где проводились ремонтные работы. Однажды один охранник заметил что-то похожее на поток дыма, который идет из офиса в коридор. Охранник, мягко говоря, был сбит с толку. Комментарии от зрителей сводились к тому, что это был либо дым от строительной пыли, либо нечто похожее на выходящую душу. Но я хочу отметить, что при перемещении этой белой воздушной субстанции мы можем увидеть, как на долю секунды изменился свет в офисе. А как говорят, потусторонние силы точно могут управлять светом. Можете ли вы понять, что это было? Возможно, это свет, блик, строительная пыль? Вероятно, так подумают многие, но точно не тот охранник, который с этим столкнулся. Странная фигура. Молодой человек по имени Адриан снял видео о том, как пару месяцев назад он настраивал игровую приставку и заснял кое-что ужасающее. По его истории, он просто хотел записать небольшое видео о своей приставке. Но в ту секунду, когда он отвлекся, так как за его ногу зацепился провод, на камере удалось запечатлеть странную фигуру. Если посмотреть в телевизор, то мы можем увидеть, как перед диваном стоит зловещая фигура. Молодой человек утверждает, что в комнате больше никого не было. Как бы это ни было, но выглядит это жутковато. Согласитесь? Злой дух. Следующее видео загружено на один из YouTube каналов. Многие люди, которые имеют дело с паранормальной активностью, считают, что дом или территория могут быть очищены от негативной энергии, либо злых духов сжиганием шалфея. И человек в следующем страшном видео, которого зовут Ллойд, решил попробовать это сделать, так как в его доме происходят странные события. I got this at the free market at Vila Market or whatever. You know what I'm saying? Yo! Yo, what's going on? Видите, кресло слева от него начало слегка смещаться. Первое движение при этом настолько небольшое, что он даже не поднимает глаз. И когда это происходит вновь, он все еще этого не замечает. Но все меняется через несколько секунд, когда кресло внезапно падает на пол с грохотом. Тогда мужчина уже не мог не заметить этого, поэтому он вскакивает от испуга. Мужчина смотрит на стул, не зная, что делать. Не на шутку испуганный, он понял,
что в его жилище точно кто-то обитает. Может быть, это был дух, который просто не готов уйти? Напишите свое мнение в комментариях. Полтергейст. Видео снято ночью камерой видеонаблюдения внутри дома, пока все спали. Первым признаком того, что здесь обитает что-то потустороннее, является то, что ящик под раковиной открывается сам по себе. Он остается в таком состоянии в течение нескольких секунд, прежде чем снова закрывается сам по себе. На несколько секунд все затихает, но затем шкаф справа от камеры открывается сам по себе. И уже через несколько мгновений он также закрывается сам по себе. Кажется, на этой кухне все возвращается в нормальное русло. Но через некоторое время предмет, который был помещен на кухонный стол справа от раковины, падает в раковину. Казалось бы, эти кадры были записаны, когда кухня была пустой. Только представьте, как бы это могло напугать жителей этого дома, будь они на кухне в это время. А вы встречались с чем-то похожим, когда предметы шевелились сами по себе? Можете написать свою историю в комментариях, а мы опубликуем ее в нашем телеграм-канале. Кстати, кто еще не подписан, то обязательно подпишитесь. Ссылка будет в описании. Легенда о джинне. Ютубер на своем канале выложил это видео. Как он предполагает, там был джин. Он снимал видео в заброшенном здании, но столкнулся с необычной и мистической фигурой. Только посмотрите на это. Bismillahirrahmanirrahim. Bana benim dilimde konuş. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Единственное, что является более жутким, чем его внешний вид, это его голос. Многие зрители в комментариях писали, что согласны с тем, что это джин. Как известно, по легендам джинны часто обитают в заброшенных зданиях, где есть какие-либо нечистоты. Многие из нас знают джиннов из мультиков из детства. Но верите ли вы в существование злых джиннов? Бармен. Следующее видео было снято поздней ночью. Камера видеонаблюдения, которая находилась у барной стойки, запечатлела движение. Если присмотреться, то можно увидеть призрака, который стоит за барной стойкой. Отметим, что на тот момент бар был закрыт, и ранее ничего потустороннего там не было замечено. Возможно, это был призрак, но я точно уверен, что сейчас не каждый бармен согласится работать в этом баре. Напротив школы. Человек, который загрузил это жуткое видео в TikTok, утверждает, что оно было снято в средней школе Эль-Пасо в Техасе. В этом здании, как он утверждает, обитают привидения.
Мы видим образ мужчины, который стоит в одном из окон здания. Этот страшный клип снят из здания через дорогу от школы в ночное время. По мнению зрителей, это действительно похоже на призрака, который наблюдает сверху за прохожими. Если мы увеличим видео, то мы увидим странную фигуру. Кажется, что он смотрит прямо в камеру, и у него жуткое бледное лицо. И можно услышать, как человек, который снимает, говорит, что он похож на мужчину, но затем он испытывает шок, когда фигура внезапно исчезает у него на глазах. Когда видео заканчивается, автор ролика остается в полном недоумении от происходящего. Поделитесь своим мнением в комментариях. Что же это было? Действительно призрак или постановка? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы выкладываем очень много интересного из мира мистики. Так что если вам интересно, то обязательно подпишитесь. Всем спасибо за просмотр. Свидимся в новом ролике. Всем пока. Как вы думаете, что это было? Полтергейст или чья-то Как вы думаете, что это было? Полтергейст или чья-то... Но стали ли вы... Возможно, это был призрак. Возможно,